Друзья, давайте зарабатывать. Это канал CryptoRocket. Сегодня мы подведем итоги года и обсудим общее мнение о рынке. Плюс разберем ситуацию в некоторых монетах и несколько моих торговых позиций. Нарративы, хайпы меняются очень быстро. Мы перешли от хайп к фарткоин и Трамп. И я думаю, что кандидаты от ETF могут вскоре стать новыми главными героями. И все же трудно поверить, что BTC снова не будет лидировать. Я думаю, что в прошлые выходные рынок достиг своего рода эмоционального пика. Кто-то заработал состояние на Трампе, кто-то получил FOMO, синдром упущенной выгоды, а кто-то сколотил состояние только для того, чтобы сразу после этого получить FOMO. Это наводит меня на мысль, что нам нужна своего рода перезагрузка. Монеты Трампов высосали всю ликвидность из всех солановских проектов и укатали их на 30-70%. Рынки полностью пошли в вертикальный рост с того момента, как Трамп победил на выборах. Чуть ли не прямой рост. Теперь люди кричат о пике рынка и принимают решения о своих активах, основываясь на том, что он ничего не сказал о криптовалюте в первый день. Я вижу, что будет 3 волны роста в этом году. После каждой волны роста будут откаты, и это норма. 1 – март, апрель. 2 – июль, август. 3 – октябрь, ноябрь. Я думаю, что потребуется несколько дней, недель, чтобы все успокоилось. Минут 10-15, минут 5-10 5. И в конечном итоге мы будем торговать выше. Если этот цикл будет похож на предыдущие, мы должны достичь пика в 4-м квартале 2025 года. Может быть, Трамп сможет продлить его, может сократит, посмотрим. Мемкоин Трампа немного запутал ситуацию. Но важно обратить внимание, на мой взгляд, на самом ли деле Трамп сделает что-то из того, что он обещал во время кампании или нет. Дружественный к криптовалютам регламент США, стратегический резерв биткоин BTC. Все это наводит на мысль, что указ Трампа о запрете CBDC является бычьим для битка. Мы росли с ноября по декабрь, сделав вертикальный скачок до 100к в ожидании обещаний Трампа. Теперь мы видим, как он выполняет то, что обещал. Никаких CBDC. Четкая нормативная база для криптовалют в США и резерва активов, что может означать прекращение продажи конфискованной криптовалюты. Получим ли мы какую-либо форму прямой покупки BTC правительством США или нет, еще предстоит выяснить. Впрочем, это уже совсем другая история. Но я не понимаю, как можно смотреть на то, что он сделал до сих пор, и не верить, что это хорошо для криптовалюты в долгосрочной перспективе. На мой взгляд, текущий price action похож на день запуска биткоина ETF. В день запуска ETF открывали огромные лонг-позиции, ожидая, что это просто приведет к мгновенному росту цен. Цена выросла еще летом 2023 года, а затем фактически застопорилась и была даже краткосрочно медвежьей на фактической дате запуска в январе 2024 года. Но, конечно, в долгосрочной перспективе это оказалось бычьим трендом, и цена торгуется намного выше. Ощущения такие же, как и сейчас. Трамп избран, цена резко выросла, Трамп при вступлении в должность начинает что-то делать, цена консолидируется. В долгосрочной перспективе я не рассматриваю это как медвежий тренд. Теперь инсайдерская аналитика. Avalanche, AVAX, Litecoin, LTC, AVCoin, AV, Elrond и GLD, все они могут стоять $1000 и больше на пике. Эфириум. Лично. Я увеличиваю спот, Виталик наконец, то начинает что-то делать. Покупки Трампа. Плохие настроения в отношении эфира. Плюс большой клин. В случае, если на рынке будет большая коррекция и этот клин будет пробит вниз, там будет добавляться двойной объем. CEO CryptoQuant считает, что эфириум больше не воспринимается как Ultra-Sound Money или платформой для революционных DApps. Сейчас эфириум теряет позиции из-за отсутствия четкого рыночного нарратива, который бы объединил криптосообщество. Дональд Трамп подписал указ о создании Национального резерва цифровых активов. Сол. Лонг с зоны 250-242, думаю, была бы хорошей идеей. Тон. Представили статистический отчет за 2024 год. Основные итоги.
36,2 миллионов новых кошельков до 1,8 миллиона активных кошельков ежедневно до 40 миллионов активных адресов. Ежемесячная капитализация USDT на тон в размере 1,4 миллиарда. 60 миллионов заработали разработчики мини-приложений. Тонкоин, Тон. Это криптовалюта, разработанная открытой сетью, которая возникла как результат проекта Telegram Open Network. Она создана для обеспечения быстрых, безопасных и недорогих транзакций в рамках глобальной цифровой экономики, используя масштабируемую архитектуру многочейн-блокчейнов. Тыл. На удивление оказался очень стойким и сейчас на тех же значениях, что и неделю назад. Думаю, тут несколько причин. Пайре. Команда до этого намекала, а сегодня анонсировала свой первый листинг на BingX 2. Также вчера они показали альфа-версию своего продукта, что тоже добавило траста проекту. Исходя из опыта, только на ожиданиях листинга монеты могут давать несколько иксов. Капа с текущих 3 миллиона легко может долететь до 10 миллионов долларов США. С маркетингом у ребят все в порядке. Проект хоть и позиционирует себя как мем, но со стороны больше похож на те, что выходят на виртуалах с капами 100, 200, 300 миллионов долларов. Теперь NFT. В ходе интервью Fox Business, назначенный недавно царем ИИ и криптовалют Дэвид Сакс, отнес NFT и мемкоины к отдельной категории ценностей – предметы коллекционирования. Он заявил, что цифровые активы могут относиться к акциям, товарам, а NFT и мемкоины принадлежат к коллекционным предметам. Такое восприятие переносит акцент со спекулятивных рисков на культурную и памятную ценность NFT и мемкоинов, чего не было ранее. На сегодня все. Рад был всех видеть. Это только начало, но подписка обязательно. Обнял, поднял. Главный.